Седьмое-8 августа 1999 года. Дагестан, село Ботлих. Это нападение боевиков на дагестанские села, еще на целый ряд населенных пунктов. Группа террористов в главе с Шамилем Басаевым и арабским боевиком Хаттабом, которые прославились еще во время Первой Чеченской войны, напали на Дагестан. Кремль немедленно объявил начало боевых действий против вот этого вторжения в Дагестан. Боевики готовились. И, собственно, говорить о каком-то вторжении довольно сложно, да, поскольку это все-таки субъекты Российской Федерации. Но на тот период, скажем так, после завершения Первой чеченской кампании появился некий анклав, и на какой-то период замкнутое пространство, где сконцентрировался целый ряд вооруженных формирований. И вот в августе 1999 года все паритеты и все договоренности были нарушены, и на территорию соседней республики, соседнего субъекта было практически совершено вооруженное нападение. С жертвами, с грабежами, с реальными боевыми действиями. Я не думаю, что Басаев и Хаттаб принимали решения самостоятельно. Их все-таки курировали ребята из рубежа, что называется. Не знаю откуда. То ли заливные, то ли турки, то ли американцы подсуетились. Но я не думаю, что американцы далековато для них. В тот момент и Сергей Вадимович Степашин там находился. У нас произошла смена правительства как раз в этот период. Премьер-министром был назначен Владимир Владимирович Путин. Вы вспомнили ведь нападение банд террористов на Дагестан. Ведь, в принципе, первое, что мне пришло тогда в голову, что карьера закончилась. Я так или иначе должен буду этим заниматься. А всем, тогда, на всякий случай, на тот период времени было понятно, что тот, кто прикасался к этой теме, все, на этом все заканчивалось. Вот. Но я исходил из того, что если Господь или судьба так распорядили, что я должен быть здесь и сейчас, на этом месте, то именно я сейчас должен сделать все, что зависит от меня, для того, чтобы эту задачу решать. Уважаемые депутаты, в своем выступлении не могу охватить, конечно, все задачи, которые стоят перед правительством. Но точно знаю, что ни одну из них не выполнить без наведения элементарного порядка и дисциплины в стране. Когда Путин стал премьер-министром, это было для всех полной неожиданностью, потому что страна его, в общем-то, так хорошо не знала, и рейтинг у него был вообще 2%. Его никто не знал, Путин, потому что он был заместителем начальника хозяйственного управления Кремля. И когда-то был помощником Собчака. Я так его видел там у Собчака пару раз, но я его не помнил. Конечно, неожиданным. Ельцин часто принимал неожиданные решения. Вот это было одно из них.
Вот когда он пригласил меня к себе в кабинет и сказал, что он думает предложить мне должность председателя правительства Российской Федерации с перспективой дальнейшего моего выдвижения в качестве кандидата в президенты. Для меня это вот... Я впервые это услышал от него. Никаких намеков раньше он не делал. Путин был первым замом главы администрации, и Путин был затем директором ФСБ, секретарем Совета Безопасности. То есть абсолютно ключевые должности в политической и силовой иерархии. Поэтому общение было частое по важным темам, и Борис Николаевич что-то почувствовал в Путине важное. Когда утверждали премьер-министра, я лично голосовал за то, чтобы его утвердили. Потому что за год до этого, когда я сделал заявление о том, что в правительстве Примакова коррупция, Евгений Максимович чуть не обиделся, позвал Путина к себе и велел ему вести за мной слежку. А Путин поехал в Кремль и сказал, что вот ему Примаков велел вести слежку за Явлинским. А он отказался. Примаков, премьер-министр, Владимир Владимирович, директор ФСБ, и звонит мне Путин, и он говорит, что у нас сейчас состоялся тяжелый очень разговор с Примаковым. Он потребовал, чтобы ФСБ начал прослушивать Явлинского, потому что Явлинский американский агент, он вредит стране, мы должны знать его все планы, поэтому его надо прослушивать. И дальше Владимир Владимирович говорит, я честно сказал Примакову, что это абсолютно недопустимо. Если мы хотим опять ФСБ превратить в охранку, чтобы ФСБ занималась абсолютно несвойственными функциями, прослушивала там оппозиционеров, диссидентов, все такое прочее, то мы вернемся в советские времена. Вот. Поэтому я сказал Примакову, что если все-таки и президент, и вы, Евгений Максимович, настоите на этом, я просто уйду в отставку. Я считаю, это абсолютно недопустимо. И прослушивать Явлинского я никому не позволю. Я это потом узнал. И я фракции сказал, что это уникальный случай. Вот в этой связи, вот за это я считаю возможным, чтобы показать, что мы такие вещи ценим, и это правильно так делать. Потому что это было уникальное явление для советского КГБ. Путин был абсолютно лоялен. Причем его лояльность была доказанной. На день рождения к Борису Абрамовичу ходил, там, к его жене, постоянно дружил с Таней Свалей. В общем, втерся в доверие. И в этом смысле он оказался гораздо талантливее, например, чем я, который там постоянно с ними ругался, там отношения выяснял и так далее и тому подобное. Я думаю, что в этот момент, вот в этот год, 99-й, лояльность личная была важнее всего для администрации. Для администрации, семьи, неважно, для сторонников Ельцина. Потому что было очень много предательства. Среди людей, склонных к измене, человек, который никак не проявляет шатания, среди слепых одноглазый царь, как известно. И я это могу подтвердить, что тогда Владимир Владимирович был очень лоялен Борису Николаевичу, его окружению, и они очень на него рассчитывали. Он это доказывал всеми своими действиями. То есть человек с погонами, человек лояльный. Третье – это мнение Чубайса, который с ним работал в Санкт-Петербурге. Чубайс мне тогда сказал, что Путин абсолютно наш, абсолютно, так сказать, приверженец реформ, демократии. Путин наш человек, сказал Чубайс. Когда я его спросил, а кто он такой? Но мне кажется, что самое главное в этом выборе для Бориса Николаевича было то, что можно назвать масштаб личности. Мне кажется, он как-то сознательно или подсознательно сопоставлял масштаб личности кандидата и масштаб страны. И когда они не бились между собой, это собственно, приводило к пересмотру позиций. По-моему, так.
И что касается курса, то на Ельцина произвело впечатление то, что он все-таки был помощником Собчака, работал у Собчака, все время говорил о свободе, рыночной экономике и так далее. Врал, короче, от начала до конца. Это был абсолютно жесточайший рыночник, человек, для которого вот эти западные ценности – это общемировые ценности, это общечеловеческие ценности. Поэтому вопрос, куда двигаться, там, рынок или не рынок, демократия или не демократия, движение в сторону цивилизованных стран, а не в сторону изгоев, этот вопрос для Путина абсолютно был очевиден, и он вообще никак не стоял. Россия – это часть европейской культуры. И я не представляю себе своей собственной страны в отрыве от Европы и от так называемого, как мы часто говорим, цивилизованного мира. Могу сказать, мне мама сказала, что нельзя верить КГБшникам. Сейчас это уже банальностью выглядит и звучит. Я ей стал говорить про Собчака, вот там с Ельциным работал. Говорит: сынок, КГБшников бывших не бывает, им верить нельзя, точка. Мама умная. Сынок, к сожалению, только наполовину мама. Нам всем кажется, что если, не скрою, и мне иногда так кажется, что если навести твердый порядок жесткой рукой, то всем нам станет жить лучше, комфортнее и безопаснее. На самом деле, эта комфортность очень быстро пройдет, потому что эта жесткая рука начнет нас очень быстро душить. И мы это мгновенно ощутим на себе и на членах своих семей. Я относился настороженно достаточно, но моя настороженность, она проходила. То есть к 2000 году я был уверен, что Борис Николаевич оказался прав, что вот мы получили нового, молодого, демократически настроенного человека, с которым мы можем все-таки разговаривать на одном языке. Все-таки Борис Николаевич это был царь, да, он был там где-то, в небесах. Мы с ним не могли обсуждать простые практические вопросы, которые относились к задачам промышленности. А с Путиным можем. Вроде бы он выслушивает, понимает и, так сказать, воспринимает, и даже воспроизводит риторически эти позиции. Борис Николаевич человек сложный. В одной его голове умещались преемники от Немцова до Путина. Знаете, когда вот одним словом... Все-таки мы с Путиным немного разные люди. Чуть-чуть совсем. Вот, и когда в одной голове два преемника такого, с таким диаметрально противоположным представлением о жизни и о стране, да, то, согласитесь, это необычный человек только так может думать. То, что Ельцин назначил премьер-министром Путина, в каком-то смысле было, для меня ожидаемое событие, потому что предыдущие кандидаты не соответствовали критериям человека, который мог бы подхватить знамя, так сказать, да, и, обеспечив преемственность, понести его дальше. Вот. И Путин, да, производил впечатление человека, который знамя способен подхватить. Собственно, все. Спасибо. К августу 1999 года, к моменту, когда произошла отставка правительства Степашина и была внесена кандидатура Путина, мне кажется, к этому моменту Борис Николаевич уже определился внутри себя и, в общем, уже шел таким понятным для него курсом. Мне кажется, у него уже была такая внутренняя определенность все-таки. Может быть, где-то на периферии он для себя держал какие-то запасные варианты, но мне казалось, что у него такая сформировавшаяся позиция, что Владимир Владимирович Путин тот человек, который способен на себя, с одной стороны, взвалить, и с другой стороны, всерьез побороться за это. Вообще, когда я только начал работать в Комитете госбезопасности СССР, я быстро усвоил одно очень важное правило. От сделанных тебе предложений, связанных с реализацией интересов службы, тем более государства, отказываться нельзя. Никогда.
Путин был назначен исполняющим обязанности премьер-министра 17 августа, через 2 недели после начала боевых действий. И многие в связи с этим связывают это назначение именно с вот этими военными действиями, нападением на Дагестан, что Степашин как-то не справлялся с теми задачами, которые стояли именно в военных действиях. Конечно, любая такого рода война, конфликт – это, если ресурс, то негативный. И не случайно, собственно, Степашин политически подорвался именно на этом конфликте, был сочтен слабой фигурой и был заменен. Степашин поехал переговариваться с террористами, что с точки зрения даже пиара правительства было плохо. Слабак. Он слабак. Он готов сдать нас террористам, он готов сдать нас Лужкову. Нелояльно, нехорошо. Это абсолютно не так. В этот момент Ельцин понимал, что Степашин проигрывает тандему Примаков-Лужков. В этот момент практически вся элита, весь бизнес собрался вокруг Примакова и Лужкова. И попытки Ельцина каким-то образом создать такую конструкцию, при котором Степашин был бы частью вот этого нового создающегося блока Примаков-Лужков, может быть, возглавил его, она была отвергнута Примаковым и Лужковым. Среди тысяч обсуждавшихся конструкций, в том числе и такая обсуждалась, поскольку они всегда говорили, что Отечество – это не против нас, а это против коммунистов и так далее, мы в какой-то момент предложили им, давайте объединим силы тогда. Вы же хорошо относитесь к Степашину, вроде вы с ними там более-менее на одной волне. Давайте вы объедините усилия и вместе пойдете в Государственную Думу. А дальше там как-то будем смотреть. Реакция Лужкова была показательная. Он там долго не думал, сказал, что они Степашина готовы взять, где-то на 10-е место в списке примерно. То есть, это так они оценивали его политический вес, политическую силу. И стало понятно, что сегодняшняя элита, которая идет на президентские выборы, просто не принимает серьезно Степашина как будущего президента. Поэтому Сергей, мне кажется, приличный человек, реально с разносторонним опытом, умный, но какой-то внутренней силы ему не хватило для того, чтобы как-то доминировать на этом политическом пространстве и вселить в кого-то хотя бы веру в то, что он перспективный политический деятель, поэтому его надо не на 10-е место, а на 1-е или 2-е. И для сравнения можно сказать, что Путин через 2 месяца после того, как стал премьером, был в политическом поле абсолютно доминирующей фигурой. Назначив Путина, Ельцин абсолютно блестяще прочувствовал ситуацию, и буквально через несколько месяцев путинский рейтинг был выше всех других президентских рейтингов. Появление нового героя на сцене, который абсолютно точно, я могу утверждать, что даже в голову не брал возможное свое появление на президентском месте, поскольку считал, что его взяли решить задачу чисто военную. Каждый день происходили перестрелки. И на первом этапе, скажем так, внутренние войска практически огнем на огонь не отвечали. Потом уже, когда начали нести потери, были раненые, потом уже начали отвечать. Началась вторая чеченская кампания. Это был реванш. Реванш за соглашение 96-го года, на который пошел Ельцин, чтобы заканчивать войну. Несколько лет назад были подписаны эти хасавюртовские так называемые соглашения, где, к сожалению, прямо сказать, все-таки Россия подписала достаточно унизительный документ. А результат какой? Мы не признавали независимость Чечни, а она не признавала, что она является частью Российской Федерации. Это вызывало колоссальные проблемы внутри страны с точки зрения борьбы с преступностью. После того, как Владимир Владимирович стал премьером, он достаточно много внимания уделял проблематике Кавказа. И достаточно часто туда сам вылетал, чтобы ситуацию владеть на месте. Окончательная цель – уничтожение терроризма в принципе.
на территории Чеченской Республики. Как, в какие сроки это будет делаться, значит, какими силами? Ну что ж, это потребует, конечно, от нас определенных усилий, материальных ресурсов, затрат. Наверное, это сопряжено и с жертвами. Но если мы сегодня на это не пойдем, завтра жертвы будут многократно увеличены. Взрыв прозвучал в полночь. Двух подъездов 9-этажного дома по улице Гурьянова как не бывало. Вместо них, там, где была середина дома, теперь зияющая дыра. Только что у нас закончилось совещание с руководителями силовых ведомств и с мэром столицы. Если это был теракт, то это значит, что нам противостоит хитрый, наглый, коварный и кровожадный противник. Гибель людей – это всегда трагедия. Что бы ни было причиной этой гибели. Я разговаривал с президентом. В понедельник в России будет объявлен траур. И вот сегодня, в день объявленного траура, в день, когда хоронят жертв взрывов Печатник, снова в Москве, снова в спальном районе. Тот же сценарий, почти полтонны взрывчатки. Ночью спал, сильная вспышка, взрыв. Я вот живу в этом доме, вот в этом подъезде. Такое ощущение было, что это наш подъезд, вот это, потому что оказалось, как будто плита вниз ушла. Слышно было, как видно, перекрытия падали в доме. Я на балкон выскочил, ничего не видно. Я посмотрел по сторонам, смотрю, окна начали загораться. Но, слава богу, не наш. Потом прирастил, соседний дом увидел. А потом тут. Все, что не осталось. Граждане России, сегодня, в день траура, на нас обрушилось новое горе. Снова прогремел взрыв. Снова жертвы. Еще один ночной взрыв в Москве. Нам, народу России, терроризм объявил войну. Я тогда был в Москве, и я помню, конечно, этот шок. Страна была охвачена страхом. В моем избирательном округе в Барнауле во всех домах стали ставить железные двери с кодовыми замками. До этого в подъезды был вход свободный. Взрывы в Москве, они потрясли наше общество, поскольку все-таки Москва – столица. И взрыв многоэтажных зданий – это, конечно, серьезное событие. Но я хочу сказать, что просто на определенном этапе, скажем так, не только правоохранительные органы, а все наше общество оказалось к этому не готово. Это ужасно, ужасно. Я сегодня ночью не могла спать, я боялась. Я смотрела в окно, ездит ли у нас милиция перед домом. Это ужасно. Не знаешь, встанешь ты утром или нет. Страна была охвачена паранойей. То есть люди буквально не могли спать по ночам, потому что боялись, что их дом будет взорван в любом месте страны, и они погибнут вместе с детьми, с родителями. Это панельное здание оказалось нетипичным. Оно стоит на сваях. Вероятно, поэтому, несмотря на сильный взрыв, дом все-таки не рухнул. Иначе жертв могло бы оказаться гораздо больше. Про взрывы домов было много спекуляций. Известная история, когда на заседании Государственной Думы Геннадий Селезнев оговорился и сказал, что произошел взрыв в Волгодонске. Хотя никакого взрыва не было. Но совершенно неожиданно, через 3 дня действительно в Волгодонске произошел взрыв.
И Жириновский устроил по этому поводу просто грандиозную истерику в Думе. Видите, что происходит в стране? Вспомните, Геннадий Николаевич, вы нам в понедельник сказали, что дом Волгодонский взорван за 3 дня до взрыва. Это же можно как провокацию расценивать. Если Государственная Дума знает, что дом уже взорван якобы в понедельник, а его взрывают в четверг. И в это время мы с вами занимаемся всем другими делами. Давайте этим займемся лучше. На самом деле, конечно, полное безумие. Если бы действительно ФСБ что-то пыталась организовать, она вряд ли заранее, за 3 дня, дала специальную бумажку Селезневу, сказала: скажи что-нибудь такое, что мы скоро взорвем через 3 дня дом в Волгодонске. И таким образом весь мир узнает, что мы тут что-то там такое собираемся, значит, организовывать. Уж я не знаю, как там эта история была с домами, есть разные версии. Вот. Но понятно было, что это какая-то такая вещь очень нехорошая. В среду в 21:30 в дежурную часть УВД Рязанской области позвонил житель дома номер 14/6 по улице Новоселов одного из микрорайонов Рязани. По вызову на место прибыли патрульные. Они и обнаружили в подвале 12-этажного 77-квартирного дома 3 мешка, на вид очень похожие на мешки с сахаром. Тут же был найден взрыватель. Устройство должно было сработать в 5:30. Именно эти цифры показывал таймер. Взрывотехники муниципальной милиции провели предварительный анализ и подтвердили наличие гексогена в мешках. Есть положительные сдвиги. Об этом, в частности, свидетельствует вчерашнее предотвращение взрыва жилого дома в Рязани. Это не был взрыв, во-первых. Во-вторых, не предотвращен. И думаю, что не совсем четко сработали. Это было учение, там был сахар. Ну, была вот эта странная история Рязани. В Рязани с мешками с гексогеном, да, когда выяснилось, что мешки с гексогеном в подвалы таскали офицеры ФСБ. Но мы ничего не знаем достоверно. Мы не имеем никаких доказательств ни за, ни против. Мы поехали как на боевую тревогу. Мы и сотрудники органов внутренних дел отработали почти 2 суток без сна и без отдыха. До сих пор мы никаких еще документов центра, отменяющие операцию, не получали. Ну, это слишком страшно и цинично убивать своих людей. Я не знаю человека, который бы дал такой приказ. Даже тогда. Особенно тогда. Наверное, политика – вещь не всегда стерильная, иногда приходится как-то там действовать жестко и ради достижения каких-то целей там чем-то жертвовать. Но, мне кажется, гипотеза о том, что власть могла там что-то взорвать таким образом, ну, это прям там должны были бы находиться какие-то дикие звери, да, в которых ничего живого вообще нет. Вот история с Ботлихом и как их запустили в Дагестан, для меня это остается вопросом. Так называемый Ослиный Уж, перевал, через который вошел Хаттаб Абасаев из Чечни. До конца июля месяца там стояла десантно-штурмовая бригада. Полностью отмобилизованная и вооруженная наша. И вдруг была выведена. Никто об этом не говорит и не хочет говорить. А что касается домов, это бред сивой кобылы, поверьте мне. Меня никто не убедит в обратном. Единственное вот последствие взрывов в Москве, реально такое очень сильное политическое последствие, Путина заметили. Не стали уважать, не стали хорошо... Заметили. Если бы не это, его могли не заметить дальше. Хоть он там и каждый день был в телевизоре и показывали, как он там воюет. У нас есть только один путь – уничтожать терроризм в принципе. И создать такие условия, чтобы он не мог возродиться на территории России, в любом регионе нашей страны. А когда на идеи наведения порядка и подавления вот этой самой фронды приходит новый человек, ну, это совершенно другой уже исторический ракурс, другое движение истории с этой развилки. Может быть, если бы не было этого конфликта, у нас иначе бы сложилась с этой точки вообще вся история. Были бы другие фамилии, другого типа люди, другого типа политика. Мы можем констатировать только одно, что как политик Владимир Путин использовал, скажем так, страх народа перед терактами на 200%. Все, что мы можем сказать. Тогда все, что было связано с приходом нового премьер-министра, было полностью связано с войной. И все.
Тогда прозвучала тема, вот эта известная тема, мочить в сортире. Мы будем преследовать арестов везде. В аэропорту, значит, вы уж меня извините, в туалете поймаем, и в сортире их замучим, в конце концов. Все, вопрос закрыт окончательно. Не мочить в сортире – это фраза, которую он сказал в 5-й раз, отвечая на вопрос. В 5-й раз. После целого дня, проведенного в вертолете, как бы в облете и в посещениях разных боевых точек. И вот в 5-й раз, когда была пресс-конференция, его одна и та журналистка, значит, донимала одним и тем же. Он в раздражении сказал: ну как вам еще ответить, что мы будем делать с Чечней? И появился мочить в сортире. Естественно, вся эта история осталась за кулисами, осталась только фраза. Я же много ему рассказывал про 94-й, про 95-й. Очень много рассказывал. Ему это было интересно. И он сделал выводы в 99-м году. Врезал так врезал. И зауважали. И зауважали. Я просто делал то, что считаю нужным, делал и говорил абсолютно искренне. То, что чувствовал, понимал. И я не делал это для пиара на публику. Знаем, все. Ну, теперь света, газа нету. Дадим. Образованная часть общества, элиты не понимали, не принимали. И в рейтинг Путина, отношение к Путину вырастало вначале в сельской местности, потом среди малых городов, малообразованные, низкий социальный статус, низкий уровень жизни. И постепенно добавлялись те, кто повыше. Последние примкнули москвичи. Жесткий человек, силовик, такой достаточно серьезный, по-моему. Как раз то, что сейчас нужно нашей России. Может быть, несколько агрессивен, вот так, просто чисто женской точки зрения. Но за свои слова отвечает. Я думаю, что несколько обстоятельств. Во-первых, страна чувствовала себя униженной предыдущими событиями. Во-вторых, все-таки люди увидели политическую волю руководства страны решить проблему. И третье. Эта политическая воля начала выражаться в конкретных результатах этой военной кампании в пользу России. Вторая чеченская кампания, я бы ее разделил на 2 фазы. Это первое – активное ведение боевых действий, и затем уже ведение чисто такой партизанской борьбы со стороны незаконных вооруженных формирований. Вот если по первой части более-менее все ясно, поскольку есть какой-то территориальный раздел, да, понятно, вот этот населенный пункт занят незаконными вооруженными формированиями, его надо освободить, то во второй части более сложно. Днем все мирные жители, а ночью вдруг появляются, так сказать, бандиты. И были вооруженные нападения, убийства, грабежи, захват боевой техники, вооружений, расстрел колонн, много чего. Это только начало. Пускай Путин готовит цинковые гробы своим солдатам. Мы их им обеспечим. Борьба с террором на Кавказе. Она приобрела очень масштабный характер. Под угрозу было поставлено само существование страны, на самом деле. Ведь они прямо, я потом читал в их переписке, ставили перед собой задачу оторвать весь Северный Кавказ и создать так называемый халифат от Черного до Каспийского моря. А если бы это произошло, то там уже был бы один шаг до полномасштабной гражданской войны, либо до полного развала страны. И шли же боевые действия. Активные, крупномасштабные боевые действия. Есть довольно распространенная точка зрения, что рост популярности премьер-министра, коим был Владимир Владимирович Путин, тогда происходило на фоне боевых действий в Чечне. И что успехи там на Северном Кавказе, они способствовали росту популярности премьер-министра. Я
Неоднократно на эту тему говорил с нашими социологами, вот, допустим, Александр Аслон, Фонд общественного мнения. Он довольно убедительно может на цифрах показать, что поскольку ситуация на Северном Кавказе была такой незаживающей раной в общественном сознании, и какое-то движение в направлении решения этих проблем, оно, безусловно, обществом поддерживалось, все-таки основное – это решение экономических проблем, как ни странно. Как ни странно, вот социологи довольно активно подтверждают этот факт. Популярность премьера хорошо росла на фоне погашения задолженности по пенсиям, решения других социальных проблем. То, что называется рейтинг, он более активно откликался на такого рода действия, нежели на успехи на Северном Кавказе. Приход Путина в кресло премьера совпал с возобновлением экономического роста. Причем, обратите внимание, это было задолго до начала роста цен на нефть. Просто, наконец, были выполнены основные условия. Бюджет сбалансирован, денежная политика под контролем, частная собственность есть и достаточно значима. Дальше, конечно, Путин избежал самого большого риска в экономике от экономического популизма. Он всегда, учитывая уроки и конца 80-х, и того же 98-го года, всегда был сторонником очень последовательной, очень осторожной макроэкономической политики. Путин занимался огромным количеством экономических проблем. Он ездил по регионам, он всегда был среди людей, и вот это молодой, активный, на фоне Бориса Николаевича это была совершенно новая картинка, и было видно, как просто каждый регион требовал, чтобы, значит, Путин приезжал к ним, мы хотим встретиться с Путиным, дайте нам Путина. Это была просто такая путиномания, которая возникла буквально за несколько месяцев пребывания Путина на посту премьер-министра. Само по себе развитие ситуации, оно способствовало повышению популярности премьера как человека, который способен решать такие суперсложные задачи, которые до этого по несколько лет не решались. Произошло нечто феноменальное. То есть у него, в принципе, его рейтинг, вот за кого будете голосовать, и это стало просто каждую неделю, вот еженедельный опрос, каждую неделю давали новый результат. Понимаете, я вот говорю совершенно откровенно. Может показаться неискренним, но это так. Я никогда не думала о последствиях рейтинга. Я всегда думал о том, что нужно делать. Вот задача такая, я ее формулирую, а вот средства, способы, которыми ее нужно решать. Я просто делал это, исходя из того, что нужно делать в ближайший день, 2 недели, месяц и так далее. И я не думал о том, как... Конечно, нельзя сказать, что меня не интересовало. Конечно, я интересовался, следил за этим. Но все-таки я никогда не конъюнктурил в том смысле, что не ставил в качестве главного приоритета. Вот это третье. Все-таки главный приоритет был решение проблем страны. И я думаю, у меня другого объяснения нет, что вот как раз граждане-то вот это и заметили. В 1999 году были конкурирующие силы старой элиты плюс региональные тяжеловесы, я имею в виду Примаков-Лужков. Они объединились и создали новую суперпартию, которая называлась «Отечество. Вся Россия». У нас есть что предложить стране, ее экономике, ее гражданам в качестве программы действий. Блок «Отечество. Вся Россия», который возглавлял Лужков и вообще организатор вот этой конструкции был Юрий Михайлович. Но в момент, когда к ним присоединился Примаков, это уже стал такой абсолютно мощнейший ресурс. И российская элита посчитала, что именно Примаков с Лужковым – это будущий президент и будущий премьер-министр. Лужков был человек с очень большими политическими амбициями, не соответствующую реально его уровню, мышлению и образованию. У меня амбиций быть президентом никогда не было. Это должность, которая меня не увлекала. Я хозяйственник. И в политике я не плавал, как рыба в воде. И все мои те политические позиции, они были очень откровенными, а
Политика все-таки предусматривает нечто такое, что требует вуали, требует такой оболочки, в которой, как говорится, сразу даже и не раскусишь этого срединного состояния и срединных целей. Это не мое. Я хозяйственник. Я думаю, что Лужков хотел быть президентом, потому что он потратил огромные и человеческие, и организационные ресурсы, и финансовые, чтобы создать вот эту большую конструкцию. Но политически он понимал, что, конечно, для пользы дела, для реального выигрыша президентом должен стать Примаков, а он будет премьер-министром. Ну и дальше, там, через пару лет, Примаков старый, президентом станет Юрий Михайлович Лужков. Он, конечно, мечтал именно об этом. Они создавали какую-то, так сказать, реальную оппозицию, пытались в Думе провести свою партию, они провели ее, Отечество, вся Россия. Какие-то видные губернаторы объединились. Видимо, у них была амбиция, что если они займут первое место и будут доминировать в Думе, тогда они выдвинут некого кандидата на президентских выборах. Я думаю, в этот момент, наверное, 90% губернаторов были с ними, большинство бизнесов были с ними, у них были огромные финансовые ресурсы, и все в тот момент считали, что команда Ельцина проигрывает. После того, когда я беседовал с тысячами людей, находясь в поездках по всей стране, после того, как я изучал все вопросы, поданные мне, я решил, не откладывая, уже сегодня заявить, что я буду участвовать в президентской гонке. Примаков президент, Лужков премьер. Все. И люди Лужкова уже расписывают кабинеты на Старой площади в Кремле, и уже полная уверенность, что все решено. Идут губернаторы в эту самую в партию Отечество, вся Россия. Согласовывают уже должности, т.д. и т.п. НТВ Гусинского сомкнулась с группой сильных губернаторов, которые реально, конечно, возглавляли тогда Лужков в Москве и Яковлев в Петербурге. Ну и, конечно, лидеры национальных республик, Шаймиев и другие. Это была очень мощная сила. Я вам должен сказать, что когда появилось движение во главе Юрия Михайловича, Борис Николаевич был обеспокоен. Я ему сказал: Борис Николаевич, мы же во благо страны хотим. Все равно многопартийность, за что вы боролись и боретесь. Я говорю, она должна зарождаться вот таким образом. А как же по-другому? Не мы создадим так партию, а кто создаст? Ну, создадут другие. Что тогда будет? Вот эти аргументы его успокоили. Президент сейчас, вообще говоря, как я говорю, находится не в теме. То есть в силу состояния здоровья, конечно, он не может заниматься многочисленными вопросами государства. У меня есть основания подозревать, что это все решается не президентом, которого там избирали, которого выбрали на этот пост благодаря поддержке москвичей. Вот. А это все решается всякими Волошинами, Березовскими. Тогда у меня с Ельциным уже после 96 года отношения были очень и очень плохие. Я видел, что он ведет страну не в том направлении. Это пьянство, это отсутствие интереса к решению деловых, жизненно важных для страны вопросов. Это подписи, которые он ставил в полуневменяемом состоянии на документах, которые ему подкладывали в интересах каких-то элит. Конечно, это все требовало иного решения в рамках новых лиц в государственной власти. И, конечно, возникла борьба. Лужков, как сказать, чтобы его не сильно обидеть? Чтобы обидеть, но не сильно. Конечно, Лужков популист.
Это его главное качество. Все остальные, они абсолютно вторичны. То есть, наверное, все политики в той или иной степени популисты, да, просто вопрос градуса, да. Но когда это становится основным и доминирующим качеством, то это, кажется, серьезный минус. Особенно для страны, которая находится внутри такого мучительного переходного периода, да, и когда надо иногда делать непопулярные вещи, и иногда они всегда плыть по течению вот для того, чтобы просто нравиться. Кремль в отношении политической базы был раздет. Ельцин в 1999 году выглядел проигрывающим. У него не было надежной опоры. В регионах в отношении реальных ресурсов он был значительно слабее. Тем более, что все ждали каких-то эксцессов от него, лихорадочных попыток отменить выборы, перенести выборы, задержаться в Кремле. И это был бы проигрыш. Борис Николаевич, очень много разговоров в последнее время идет о том, что у вас якобы планы чрезвычайное положение ввести, отменить выборы, несмотря на то, что вы сказали, когда будут выборы, все равно продолжается. Не могли бы вы сказать свои планы? Будете вы вводить чрезвычайное положение и когда? Никакого чрезвычайного положения не будет. Обстановка у нас спокойная. Спокойный, нормальный. Сейчас-то, кстати, идет хороший подъем у нас и в экономике, в финансовых делах. Кадровые сейчас перестановки будут в связи со сменой правительства. Пресса была скорее анти-ельцинская, чем про. Единственное, что пресса смущало, это Примаков. Примакова журналисты федеральные не любили. Я бы на месте Лужкова, между прочим, запретил бы Примакову не только пританцовывать, но и хлопать в ладоши. Потому что вы помните, такие опыты очень печальные были, когда у нас вот после пританцовывания люди отправлялись на шунтирование. И на самом деле человек, у которого одного сустава нет совсем, а другой сустав разрушается, это очень опасно. В этой передаче показывалось, что вы хотите сделать ориентацию на человека, который физически немощным является, так? И целая серия таких примерных, ужасных совершенно по своей вульгарности и лжи передач. Для того, чтобы избиратели смогли сделать выбор, они должны знать все об этом человеке. Хорошее он сам о себе рассказывает. Моя половина, вторая половина. Он о себе расскажет хорошее, я расскажу о нем нехорошее. Вот и все. Ни против кого не действует, только против нас. Значит, нас боятся. Значит, те, которым не по нутру наша линия, не хотят, чтобы мы бы приходили бы в большом числе в Думу. Евгений Максимович Примаков выдвигался от партии Отечества. Это партия, будем так говорить, социального направления, не либерального, противовес партии Единства, который разруливал Березовский в значительной степени. Мы поддерживаем правительство Путина, это раз. Мы поддерживаем премьера Путина, это два. И наша поддержка в этой части идет совершенно независимо от изменения конъюнктуры политического рынка. Это был полностью контролируемый Борисом Абрамовичем Березовским политический проект, а Березовский был на стороне Кремля. То, что касается разных по этому поводу мнений, причастности к созданию этого блока господина Березовского, скажу сразу, я с ним знаком. Общих дел никаких никогда не делал и делать не собираюсь. Ну, безусловно, отцом-прародителем единства является Березовский.
Каким-то образом ему удалось слепить нескольких губернаторов, которые по разным причинам не хотели входить под давление, под влияние Лужкова. Потащить к этому проекту каких-то бизнесменов, объявить о создании партии «Единство». И в какой-то момент Волошин понял, что все-таки для того, чтобы появилась партия, которая активно поддерживает Путина, «Единство» вполне может сгодиться. Идея была предельно простой, только в нее мало кто верил, поначалу включая меня самого. Идея была выстроить какое-то противостояние вновь созданному и на глазах набирающую мощь силу блоку «Отечество вся Россия», который возглавлял Примаков, в котором были Лужков, Шаймиев как лидеры, ну и прочие, да, руководители ряда республик, областей, в правительстве. То есть появилась реальная угроза, что если ничего предпринимать, то, я извиняюсь, власть перейдет к другим людям, к другим сообществам под другими лозунгами. Борис Николаевич этого не приемлил. Поэтому одним из проектов, связанных с противостоянием, это было создание вот этого объединения «Единства» в рамках избирательной кампании. 19 декабря состоялись думские выборы, и произошли два важнейших момента. Первое. Блок «Отечество вся Россия» был почти уверен, что они займут первое место. И то, что они набрали всего 13%, это был просто страшный удар по Примакову и Лужкову и вообще по амбициям президентским и Примакова и Лужкова. И, в принципе, для Примакова стало понятно, что он должен уходить, и шансов у него нет никаких. Евгений Максимович интеллигент, он академик, уважаемый человек, увидел, что в этой безумной среде политической, грязной, он может потерять честь, достоинство, авторитет общества, который к нему был. И, к моему великому сожалению, снял свою кандидатуру с кандидата в президенты. Это была драма, наша драма, драма партии Отечества. Ну а вторая тоже важная история, что те партии, на самом деле абсолютно новые, СПС и Единство, которые поддержали премьер-министра Путина, они набрали совершенно неожиданные для всех социологов проценты. «Единая Россия», «Единство» тогда называлось, «Единство» заняла второе место после коммунистов, а СПС стала лидером среди демократических либеральных партий, опередив «Яблоко». Это была огромная победа пропутинских партий. Я здесь ни при чем. Я не занимался этим совсем. Я полностью погрузился в текущую работу, и я ничего не делал для того, чтобы организовать какую-то предвыборную кампанию. Это все делала администрация. Я этим практически не занимался. После того, как Путин набрал популярность и в декабре 1999 года неожиданно для всех выиграл парламентские выборы, вторая часть элиты поняла, что она проиграла. И у нее был выбор – либо продолжать борьбу, либо присоединиться к победителю. Они присоединились к победителю. И в результате Примаков стал одним из самых уважаемых членов путинской элиты. И сейчас ему там и памятники, и песни, и гимны, и вообще он там великий человек. Хочу и от себя лично, от всех вас поблагодарить избирателей. Выбрали тех, кому они действительно доверяют, кого знают хорошо. Хочу выразить надежду на то, что мы будем работать вместе, так как работали вместе последние месяцы с прежним составом Государственной Думы. Спасибо. Борис Николаевич, он человек абсолютно рациональный. И для него всегда были интересы дела важнее
интересов там держаться за свое собственное кресло. Мне кажется, идея досрочной отставки, она довольно легко объяснима. Он увидел, что человек, которого он поддержал, набирает политический вес, что довольно быстро растет его популярность среди людей, что по всем разнообразным опросам люди готовы его поддержать на выборах, и что если это сделать досрочно, а не дожидаться плановых выборов в июне 2000 года, то еще возникает фактор неожиданности для возможных конкурентов, которые к этому политически оказываются не готовыми. Он решил добровольно уйти в отставку. Причем никому об этом не сказал. И решил это сделать 31 декабря 1999 года. Ни мама, ни Лена, ни я, то есть из семьи никто не знал. Насколько я потом уже узнала, он несколько раз разговаривал с Путиным на эту тему. Хотел его видеть следующим президентом страны. Надеялся, что народ его поддержит, его изберут. Но нам никому об этом не говорил. По каким-то вопросам, которые касались там, юридических аспектов и так далее, люди, которые тесно с ним сотрудничали, могли, наверное, догадываться, что он над какими-то такими вещами размышляет. Потому что, в общем, прежде чем все это сделать, нужно еще юридически разобраться, что и как может происходить, должно происходить и так далее. Я догадывался. А когда у меня были догадки, я никогда не спрашивал никого, правда это или неправда. Я думал, что это будет где-то мое предположение было, честно, что это случится где-то в феврале. Поэтому для меня то, что это было под Новый год, честно говоря, для меня это было неожиданностью. Логика, почему он принял это решение, она была в следующем. Выборы в июле 2000 года, и, в принципе, все уже сделано. Уже есть кандидат, который побеждает. Уже есть Дума, которая, в принципе, уже абсолютно другая, чем та, которая доставалась ему. Уже есть действующий будущий лидер страны, и есть он, который, по сути, в общем-то, и ему и мешает сейчас реализовываться. Мы никогда с ним это не обсуждали, так же, как и с администрацией. Почему это надо делать, исходя из каких соображений? У меня есть только одно объяснение. Может быть, это покажется несколько пафосным, но тем не менее. Я думаю, что Борис Николаевич Ельцин исходил из интересов страны, а не из своих личных интересов. Потому что из своих личных интересов, лучше бы досидеть, там, красиво как-то все преподать. Но думаю, это мои предположения, несколько факторов. Во-первых, все-таки я уже поработал в качестве председателя правительства, и, по всей видимости, Борис Николаевич пришел к выводу о том, что я могу уже исполнять обязанности президента. Мне кажется, ключевая вещь. Второе, мне представляется, что он хотел сохранить стабильность в стране. Я сейчас понимаю, что это чрезвычайно важная вещь. И трансформация власти – чрезвычайно важная вещь. Особенно для страны, которая находилась в таком непростом состоянии, как тогда находилась Россия. Нам нужен человек, который позволит нам сохранить все. А все это что? Это ресурсы, которыми мы владеем, контролируем. И это власть, без которой нельзя контролировать эти ресурсы. Для того, чтобы такую систему охранять, тут недостаточно просто хорошего человека, лояльного и выполняющего команды. Тут нужен кто-то покруче. На мой взгляд, да, Ельцин лихорадочно искал преемника, который бы обеспечил некую преемственность, как ему казалось, курса, и какие-то, так сказать, разумные гарантии ему и его окружению. В сухом остатке, если в конечном счете говорить, то им нужен был охранник, который не будет пересматривать мошенническое распределение собственности. Все. Ни одного условия. Ни от самого президента Ельцина, ни от его близкого окружения,
ни от администрации, которая приходила, уходила. Вообще никаких условий и никаких обязательств. И если я кого-то сохранил, кого-то поменял, это было исключительно мое личное решение. Ну, она все закончилась указом президента о гарантиях президенту и членам его семьи. Там все написано. Мне кажется, так сказать, добавить-то нечего. Там черным по белому написано, что, конечно, есть такие договоренности, которые и Путин выполнил. Мне, на самом деле, очень нравится эта история про вот этот указ, который через несколько месяцев превратился в закон о гарантиях президента. Потому что, чтобы реально разобраться, что же там все-таки написано, какие гарантии Ельцину даны по этому закону, просто надо войти в интернет, нажать кнопочку «Закон о гарантиях», и вы тут же все увидите. А там все очень просто написано. Ельцину гарантируется, даже не Ельцину, а любому уходящему президенту гарантируется машина, медицинское обеспечение. И что касается реальных гарантий, связанных с невозможностью преследовать президента, это за действия, которые связаны с выполнением его президентских обязанностей. Президент, когда он находится в своем кресле, он принимает некоторые решения довольно сложные, иногда компромиссные, иногда жесткие. Это и объявление войны иногда, и какие-то другие судьбоносные решения. И общая логика конституционного законодательства во многих странах состоит в том, что вот на тот период, когда президент находился у власти, он должен без оглядки вот на такие вещи иметь возможность принимать важные и нужные для страны решения. И неправильно его потом вот каким-то образом преследовать за принятие такого рода решений. Но это не касается никаких правонарушений, связанных с налогами, с коррупцией, с любым другим правонарушением, которое касается каждого человека. А что про семью написано в этом законе? Там написано, что жена президента, член семьи, она имеет право на медицинское обслуживание. Вот это все. Больше ни одного слова про какие-то гарантии семье, детям, внукам и так далее, и так далее. У нас вообще не было традиции, культуры передачи власти, и это тоже была какая-то проблема. Де-факто в новейшей российской истории это был прецедент, да, который никак не был описан. Никаких там таких вот двойных, тройных мыслей не было. Я даже не помню, что мы прямо вот как-то уйму времени на обсуждение этого потратили. Такого не было. Это миф. Я буду говорить это прямо как есть, не опасаясь того, что меня уличат в неискренности. А правда заключалась в нескольких вещах. Это очень странная ситуация. Во всяком случае, для меня до сих пор. В чем я вижу необычную ситуацию? Я ведь никогда не был близок к Борису Николаевичу. Просто никогда. У нас отношения всегда с ним носили чисто служебный характер. Я никогда не был дома у него. Мы никогда не сидели за столом, мы не выпили по рюмке водки. У нас были чисто служебные отношения. Так же, как и с руководством администрации президента, по сути. Ну, так как я был сотрудником администрации, а Валентин Борисович был руководителем администрации, но у нас не было никогда таких, прямо скажем, приятельских отношений. И то, что Борис Николаевич Ельцин предложил мне баллотироваться на пост президента, прийти на его место, для меня было просто абсолютной неожиданностью. Для тех людей, которые хорошо знали Бориса Николаевича, а мне посчастливилось быть одним из этих людей, который с ним довольно много взаимодействовал, с трудом себе представляю хотя бы какой-то примерный разговор о гарантиях между ним и потенциальным преемником. Но это настолько ниже его достоинства. Ну и уже говоря о гарантиях, если вы серьезный политик, безусловно, Ельцин был серьезным политиком, глубоким политиком, он понимал, что гарантии устные, письменные, написанные, введенные в Конституцию, на камне, тебя можно назвать великим кормчим, отцом народов, ты создатель первого российского государства. Вот в момент, когда следующий президент садится в кресло, они ничего не значат.
Действующий следующий президент делает абсолютно все, что посчитает необходимым. Пусть он даст гарантии. Понимаете, это еще технологически какая-то вещь такая. Она очень вроде бы простая и понятная. Отдал гарантии, значит, назначим. Но в реальной политике, и что твои гарантии стоят-то? А если нет, то что? А если нет, то еще раз попрошу гарантии. Ну, оно не летает все в этом виде. Это все болтовня, довольно поверхностная. Реальная политика устроена гораздо жестче и гораздо сложнее. Все эти договоренности, если новый вождь не захочет их исполнять, не будут стоить ломаного гроша. Точно такие же гарантии он мог бы получить от Зюганова, от Примакова, от кого угодно. Но он выбрал себе молодого, европеизированного, спортивного, непьющего, популярного. И, в общем, этот разговор, что он со стороны демократической общественности, что он достал Путина из кармана и сделал его наследником, это сказка. Говорить о том, что он выбрал меня для того, чтобы я защищала его интересы, интересы семьи, имело бы смысл. И, может быть, были бы для этого какие-то основания, если бы у меня были с ним и с его окружением какие-то близкие отношения, и он мог бы полагаться на меня как, ну, условно говоря, на своего близкого человека. Но этого не было. Для меня до сих пор загадка, как он вообще решился мне предложить баллотироваться и поддержать меня на пост главы государства. У него было 2 разговора с Путиным. Первый разговор, где он в общих чертах объяснил ему, что у него есть такая идея. И второй разговор, когда уже был, он ему назвал эту дату 31 декабря, что именно в этот день будет смена. Это буквально уже за 2-3 дня до отставки Ельцина. С утра Борис Николаевич меня пригласил в Кремль, сказал, что он принял это решение в присутствии нескольких сотрудников администрации, некоторые из которых повели себя несколько нервозно. Вот. Для них это была полная неожиданность. И действительно, люди среагировали так нервно очень. Но Борис Николаевич всех успокоил, сказал, что спокойно, это решение принято, все, оно будет реализовано. Я узнала о том, что папа принял такое решение уйти в отставку буквально за 2 дня. Честно говоря, я обрадовалась. Потому что этот груз ответственности, который как бы он нес на своих плечах, но он как-то и на нас тоже частично ложился, что ли. Тем более я с папой работала в администрации, была его советником, видела все, как это происходит. Все, конечно, безумно устали. И хотели, чтобы папа тоже немножечко пожил, не то что для себя, но для нас какой-то, знаете, такой вот обычной нормальной жизнью, которой у него не было никогда. Дальше он позвал самых близких людей, Волошина, меня и Татьяну. Понятно, что если это будет знать там больше, чем 2-3 человека, информация может разойтись. Ельцин считал, что это абсолютно недопустимо при том сценарии, который он решил реализовать. Поэтому вот этому нашему узкому кругу нужно было это все как бы технически реализовывать. А это большое количество вещей. Это и его телеобращение к народу, это и президентский указ. За несколько дней до Нового года, как обычно, я приехал в Кремль для того, чтобы снять новогодние поздравления. Борис Николаевич пришел, проговорил новогодние поздравления, в котором сообщалось о том, что вот наступает Новый год, через полгода будут выборы, что там надо проявить свою, так сказать, мудрость и высказать свое решение. И всех поздравил с Новым годом. А потом подошел ко мне, так хитро сказал, знаешь, что мне не нравится текст. Я говорю, Борис Николаевич, перепишем. Давайте перепишем. А он говорит, сегодня не хочу. Я говорю, а когда? Скажи, как максимально близко можно к Новому году? Я говорю, давайте 30-го. Он говорит, нет, давай 31-го. Тут надо сказать, что что-то у меня ёкнуло внутри. Я понимал, что просто так, сказать, это не бывает. Запись происходила, как всегда, в варианте новогоднего поздравления. Она была сделана, потом, смотрю, вторая будет запись. Думаю, может, опять там чуть напороли. Какое-нибудь слово не так сказали или цифру перепутали. В 5 утра 31 декабря 1999 года мы были в
представительском кабинете в первом корпусе Кремля. Через некоторое время подошел Валентин Юмашев, дал мне правленный текст и сказал: ты отдай на промптер, ну так, чтобы никто не видел. Я подошел к оператору промптера, мы тихо набрали с ней текст. Только она и я видели, что там за содержимое. И дальше было вот это его знаменитое телеобращение, которое он реально так выстрадал. Дорогие россияне, осталось совсем немного времени до магической даты в нашей истории. Наступает 2000 год. Новый век. Новое тысячелетие. Ну, давайте представим себе, что такое 31 декабря. 31 декабря – это день, когда люди стараются уйти рано с работы. Они озабочены предстоящим семейным торжеством. И в этот день, последний день года, происходит важнейшее политическое событие в стране. Я принял решение. Долго и мучительно над ним размышлял. Сегодня, в последний день уходящего века, я ухожу в отставку. Мне кажется, там был реально очень хороший текст. И мне кажется, самому Борису Николаевичу он очень нравился. Но ситуация была настолько драматична, что очевидно, что он сам это прямо вот сильно переживал. И страна вместо того, чтобы услышать традиционное приветствие новогоднего президента, она слышит от него совершенно другие слова. Она видит президента, который говорит «до свидания». Более того, она видит президента, который просит у нее прощения. Я хочу попросить у вас прощения за то, что многие наши с вами мечты не сбылись, за то, что нам казалось просто, оказалось мучительно тяжело. Я прошу прощения за то, что не оправдал некоторых надежд тех людей, которые верили, что мы одним махом, одним рывком, одним знаком сможем перепрыгнуть с серого, застойного, тоталитарного прошлого в светлое, богатое, цивилизованное будущее. Я сам в это верил. Казалось, что чуть поднатужимся и все одолеем. Одним рывком не получилось. Историки будут разбирать, что он хорошо делал, что плохо, где он был, так сказать, на танке, на коне, а где, так сказать, нет. Вот. Но вот эту ночь, я думаю, что невозможно стереть из памяти. То, что он попросил прощения у людей, ну, это, на мой взгляд, высокая нравственная сила. Большая ошибка было бы считать это слабостью. Это покаяние. Покаяние – это удел нравственно сильных людей. Я бы сказал, исторически, если сравнивать Ельцина с какими-то другими лидерами страны, то он, конечно, рядом с Александром II находится. Вклад их в развитие страны абсолютно идентичен. То есть и тот, и другой освобождал Россию от рабства, халуйства и так далее и тому подобное. Борис Николаевич Ельцин вернул в Россию то, что столетиями считалось невозможным. Свобода. А это значит, что человек почувствует себя человеком. Что для нашей страны фантастическое достижение. И это заслуга неприходящая. Я думаю, многие исторические деятели российские могут быть забыты, а вот Борис Николаевич Ельцин никогда. Россия должна войти в новое тысячелетие с новыми политиками, с новыми лицами, с новыми умными, сильными, энергичными,
людьми. Он реально либеральных был взглядов человек. Совершенно точно. Он был одновременно самодержавных взглядов. Он все время думал о преемнике. Но он не предполагал, что преемника вот так взять надо и назначить. Он понимал, что будет борьба там, и так далее и тому подобное. Но он считал зоной своей ответственности думать о том, кто продолжит его дело дальше. То, что он до конца жизни был уверен, что вот этот рыночный европейский выбор – это правильно, я в этом не сомневаюсь ни на секунду. Я считаю, что он создал вот ту самую новую Россию. Он был убежден, что страна должна перейти от коммунистической системы и тоталитарного государства к демократическому рыночному государству. Ему удалось провести страну вот через этот самый такой переломный этап. И те разрушения, которые могли прийтись на страну, он их на себя принял. Вот он скорее себя разрушал, принимая удар на себя, потому что это и сердце, это и здоровье, это и там рейтинг, падающий в никуда. А мы, те, кто стоит у власти уже многие годы, мы должны уйти. К концу 1999 года Борис Николаевич не был самым популярным политиком в стране. И многие его прежние сторонники и фанаты, в общем, с раздражением о нем высказывались. И вот эта история с политическим жестом такого класса, беспрецедентным в русской истории, во многом изменила представление о исторической роли Бориса Николаевича даже у тех людей, которые к этому времени не были его фанатами. Мне кажется, что Ельцин останется в истории как очень противоречивая фигура, как человек, который пытался порвать с прошлым и делал какие-то важные и значимые шаги на пути к построению новой России, но в конечном итоге потерпел фиаско и вынужден был капитулировать. Историческая правда заключается в том, что Ельцин не всегда был столь последователен и столь однозначным в этой своей миссии освободителя России. И Ельцин второго президентства и второй своей части, и Ельцин реальный лидер освободительного движения России из оков империи советской. Это в некотором смысле разные личности. И этого нельзя замалчивать, но ни в коем случае нельзя нивелировать заслуги Бориса Николаевича вот в этот период, зная уже, что произошло потом. Ельцин – это самое большое зло, которое было в стране. Причем это очевидно было. Во всем абсолютно. Ничем ни собой толком не управлял. Так, никакой он не президент. Это преступник. Самое главное, вот он и был вот, воплощением фашистской диктатуры. На самом деле Ельцин сделал две крупные ошибки в жизни. Одна – Путин, вторая – Чеченская война. Ну, две, если совсем вот по-крупному. Причем мне кажется, что он в конец жизни это понимал. Может быть, не хотел сильно распространяться, но он понимал, что это его главные две ошибки. А потом был такой обед в Кремле, когда он собрал так называемых силовиков. То есть министра обороны, министра внутренних дел. И вот после обеда все начали говорить друг другу «до свидания», как бы все. И было ясно, что он уезжает навсегда. Стали прощаться, и несколько человек нас пошло провожать Бориса Николаевича. Зашли еще раз в президентский кабинет, и потом пошли к выходу, спустились вниз, вышли к подъезду, где Борис Николаевич ждала машина. Знаете, Борис Николаевич надо, это же сценарист у нас, сам постановщик, понимаете? Вот. Это там небольшое крыльцо такое, вот, выход довольно узкий, подается машина его,
Вот, все мы стоим. Он заблаговременно там попрощался, чтобы на крыльце все. Он только Владимир Владимирович поворачивается, вот, берет его за руку, смотрит на Кремль, на это, на все, и говорит: берегите Россию. Вот это вот было вот такая. И пошел в машину. И мы все стоим, и это вот появилась его фраза. Это его лично, это никто не писал, это никто ничего... Это его. На протяжении моей работы с Ельциным я думал о том, что он все-таки очень устал. Я думал о том, что власть – это очень тяжелая штука. А тем более такая власть, как в России. Потому что это ответственность. И если вы играть в это всерьез, по-настоящему, то есть понимать, что, почему ты здесь, что ты должен делать, и чувствовать эту ответственность, это огромный груз, и это окладывает отпечаток на твой характер, на твое здоровье. И выдерживать это на протяжении длительного времени довольно тяжело. Часто говорят, что Ельцин принес в Россию свободу. Вообще, вы знаете, я должен сказать, что еще про Горбачева тоже говорили, что Горбачев дал нам свободу. Я рискну поспорить с обоими утверждениями. Никто не может дать вам свободу. Либо вы ее берете, либо она вам не нужна. И люди при Горбачеве и при Ельцине взяли, перефразируя Бориса Николаевича, взяли ровно столько свободы, сколько могли унести. «90-е годы – это годы возможностей. А в то время страна с 84% промышленности в оборонно-промышленном комплексе переходила к стране, которая умеет зарабатывать для себя деньги, умеет самообеспечиваться нормальным образом. Период 87-99 годов – это период полноценной революции. Вообще вот очень неправильно оценивать российскую трансформацию в терминах реформы и даже сравнивать, скажем, со Средней Азией или с Центральной и Восточной Европой. Потому что и там было освобождение от коммунизма. Россия преодолевала режим, который не был ей навязан. Россия преодолевала социально-экономическую систему, которая была ей имманентна. И в отличие от, скажем, других стран, здесь произошла полномасштабная революция, сопоставимая с Великой Французской революцией, с Российской революцией 17-29 годов. Мне кажется, это было очень интересное и очень увлекательное время. И то, как его сейчас мажут такими красками, что там страна, так сказать, деградировала, разваливалась, люди в нищете, там, умирали от голода. Мне кажется, что это ложь. Это было очень интересное время, которое, так сказать, еще долго будет давать почву для размышлений. И то, что тогда было заложено, оно еще выстрелит. Оно еще выстрелит. Ельцин сделал все, что мог. Пожалуй, что для того, чтобы отстоять Россию у коммунистов, для того, чтобы не дать возможности завернуться назад. Хватит ли его усилий исторических, мы не знаем. Потому что тоталитаризм российский, в частности, он многолик. И Ельцин Борис Николаевич слишком недолго был в нашей стране главным начальником. Для того, чтобы полностью перенаправить ход отечественной истории. Поэтому нам пока рано оценивать, что именно удалось сделать Борису Николаевичу Ельцину. Но что он старался и весь свой огромный человеческий масштаб положил для того, чтобы изменить ход российской истории в благоприятную сторону, чтобы повернуть эту историю лицом к человеку, не к власти, а к человеку живому. Он сделал для этого очень много, все, что мог, пожалуй. А хватило ли этого, мы пока не знаем.